Всем солнечное чао! Почему итальянцы всегда пьют капучино утром и почему они не пьют после 11-12 часов? Является ли это плохим тоном, это правда или нет? Сейчас развею вам этот миф адекватно, логично и точно. Потому что я постоянно вижу, что некоторые преподаватели постоянно друг за другом повторяют этот стереотип. Объяснить это они не могут. Что бывает, мне кажется, что большая часть из них вообще в Италии никогда не были и вообще не понимают, о чем они говорят. Жалко их учеников. Помимо этого, я расскажу, как экономить деньги на заказе капучино, кофе в Италии и дам кое-какие полезные советы для здоровья, диета, чтобы вы всегда быть стройной. Вы думаете, почему итальянцы так много едят, и при этом все такие стройные, да, макароны, но не толстеют. И кофе здесь играет свою немаловажную роль. Очень важно кофе для диеты здесь. Allora, итак, давайте все по порядку. Действительно ли в Италии капучино традиционно считается именно утренний напиток? Да. Как только родился первый итальянец, он завещал всем итальянцам пить капучино утром. Это святая традиция. Утром всегда капучино или просто кофе с молоком. По сути, капучино – это типично итальянский мини-завтрак. У вас, славян, принято завтракать плотно, мощно, целую тарелку еды с самого утра. Яйца с беконом, каша. Каша утром – это ужасно. Это кошмар, которым просто детей пугать можно. А для нас, итальянцев, это нет. Это непонятно, это странно. Нам это тяжело. От такого можно получить психологическую травму. Вы знаете, что мы, итальянцы, завтракаем очень легко, очень мало. С утра едим на завтрак в Италии всегда сладкий. Обычно это корнетто, круассан, пирожное, бискотти, печенье, какая-то сладость, да. И плюс капучино или просто кофе с молоком. С большим количеством молока желательно. Большое количество молока в капучино, оно уже само по себе, такое, знаете, это уже само по себе такой мини-завтрак. Исторически сложилось, что какая-то вкусняшка, кофе с молоком утром – это комфортный, супер питательный старт дня. Для нас это самый любимый формат завтрака. Почему? Ты ведь утром встал, да, из теплой, нежной кроватка, нужно идти работать, хочется еще поваляться, тяжелый рабочий день впереди, поэтому надо начать день хорошо, проснуться и сразу что-то дольче, сладкое, чтобы настроение поднялось, чтобы организм понял, что я живой, что все хорошо, рано встал, но все хорошо, что не надо вот это стресс делать, да. Идеально просыпаться как черепаха в Италии. Идеально целый час пить капучино, кофе с молоком, не спешить, а еще лучше быть королем жизни, и утром идти в бар, пить свое первое капучино, еще болтая с кем-то. Это идеально. Это значит, ты король жизни. Ну, вы поняли, да? Капучино, кофе с молоком утром – это мини-завтрак. Ну, и дольче. С этим разобрались, поняли. Идем дальше. Бывает, девочки говорят, что когда они заказывают капучино после 12 часов дня в Италии, то официанты округливаются глаза, да, блестят от удивления. Такая театральная реакция может быть честной в некоторых регионах Италии, но далеко не везде. А некоторые итальянцы таким образом просто балуются с туристами. А в некоторых местах за такую реакцию официант может получить ремнем от начальника. Кстати, полезный совет. Если вы зашли в итальянский бар и решили выпить кофе, сидя за столом, за столиком, да, где-то внутри помещения, то это будет стоить на 1, 2, 3 евро больше.
На 4 иногда, если такое место, много людей, на туристическое. Если вы возьмете чашечку кофе за барной стойкой, то это будет дешевле, потому что очень часто, когда клиент садится в баре за стол, то в счет автоматически включается обслуживание счета. В чеке будет написано «коперто», то есть обслуживание стола. Это уборка стола, это посуда, уборка, чтобы официант протер стол и так далее. Другими словами, это чаевые официанту, который будет убирать после вас. Поэтому, если не хотите платить лишних несколько евро, то заказывайте капучино или кофе у барной стойки. И еще один полезный совет. Если бар, ресторан, кафешка находится ближе или дальше от туристического места, то стоимость чашки капучино будет разной. В некоторых туристических местах может стоить на 10 евро больше. Да, аж на 10 евро. Так что будьте внимательны. Кстати, для подписчиков моего канала скидки на мой видеокурс итальянского языка для начинающих уровня А1. 17 видеоуроков плюс дополнительный аудио-видеоматериал к каждой лекции для практических навыков. В создании моего курса принимали участие более 15 итальянцев с разных регионов Италии, чтобы ученики слышали разных носителей языка и уже с первых уроков получали навык иностранного языка, чтобы уже на курсе избавляться от психологических барьеров в общении на итальянском языке. Более подробнее по ссылке в описании. Allora, итак, возвращаемся к нашей теме. Популярный миф, что очень-очень многие преподаватели итальянского языка говорят, что итальянцы не пьют капучино после 11 часов, что никогда не заказывайте после 11 часов, иначе на вас будут очень странно смотреть. Но это, честно говоря, театральная игра тех, кто в Италии, наверное, никогда не был или всю жизнь живет только в одном регионе и дальше этого региона не выезжает. Очень много, на самом деле, преподавателей итальянского языка, которые там 10 лет живут в одном регионе, где-то в одном домике, в богом забытом месте, как говорится, и не выезжают оттуда никуда. Поэтому они даже не знают, что творится в Италии, и при этом все равно преподают итальянский язык. Потому что в реальности уже многие итальянцы нормально пьют капучино после 12 часов дня. И кофе с молоком после 12 пьют. И кофе макьято после 12 пьют. И все нормально, никто на них косо не смотрит. Все давно поменялось. Да, не все итальянцы, но и не во всех регионах, но многие уже нормально это. Когда-то давно, да, такое было. Там, во время моей бабушки, дедушки, а сейчас это уже уходит, это уже прошлое. Почему так? Раньше, особенно в 20 век, кофе с молоком действительно пили только утром, так как считалось, что молоко, оно тяжелое для переваривания, а после еды и плюс не было еще возможности хранить молоко, чтобы оно не испортилось. 20 век это было еще, помните, понимаете, что настоящее молоко было. Подоили коровку и корову, и сразу вам еще теплое молочко в чашечку кофе наливать. А если кто-то из вас жил в деревне, то вы знаете, что если на улице очень жарко, то молоко утром подоили, и к обеду оно уже все, бывает, может скиснуть, если не поставить в прохладное место. Да? Даже сейчас я там в деревне утром молоко куплю, настоящее молоко, свежее, только подоили, и пару литров на несколько дней вперед покупаю, и бывает, пока я довезу на машине в город, то уже в 3 часа дня одна из бутылок с молоком скисла. Да? У вас, наверное, такое тоже бывает, если вы там покупали в деревне молоко. Это нормально. Настоящее молоко, оно быстро портится, вы знаете. А сейчас что? В наше время в ресторанах, в кафешках вместо молока вам там порошок вперемешку в кофе мешают, и все, оно там у вас неделю стоит и не портится. Это ж не настоящее молоко. В туристических местах вообще никто уже не удивляется, если ты закажешь капучино в
15 часов дня. Официанты давно привыкли уже ко всему, туристы всякие приезжают. И нормальная реакция. В больших городах, особенно там Милан, Турин, Рим, можно встретить офисных работников, итальянцев, которые в обед заказывают капучино. И их это не волнует. К тому же кофе с молоком, оно замедляет пищеварение. Сейчас подхожу уже к мифу. Если, по причине возникновения мифа. Если ты знаешь, что долгое время у тебя не получится покушать, много работы, да, бывает, мало времени. Ты перекусил там булочкой, капучино или кофе с молоком. Это очень хороший вариант, полезный вариант, чтобы придать энергии и немного обмануть наш желудок, чтобы не чувствовать голод. Понимаете? Это особенно актуально для офисных работников в Италии. Выпил капучино в обед, и потом можно не думать о еде до полудня и не чувствовать чувство голода. И если ты на голодный желудок там работал, не успел покушать, будешь пить эспрессо, то все, здоровья, до свидания. Ты просто уничтожишь всю микрофлору, сок желудочный, защиту желудка полностью. И будешь потом лечиться от гастрит, всякие такие слова, вы понимать. У итальянцев есть привычка всегда кушать по расписанию, да, вы, наверное, знаете. Мы обычно в одно и то же время, строго в одно и то же время кушать. Обычно в час или 2 дня, каждого там по-разному. Обычный итальянец уже, в час-два, в общем, в обед уже стандартный, классический, типичный итальянец, он уже много накушался. И у него в животе уже и закуска, и первое, и второе, и уже десерт там лежит у него, в животике. Куда ему еще капучино, кофе с молоком? Это вредно, это некомфортно, это плохая диета, шлаки, и для здоровья это нехорошо. Если после хорошего обеда ты пьешь кофе с молоком, то в животе чувствуешь потом тяжесть, некомфортно, нехорошо, ты быстро устаешь, тебе от этого хочется спать. Ты вроде бы хорошо и много поел, да, выспался, но на полный желудок кофе с молоком выпил, и тебе уже хочется спать. Ты уже устал как-то, потому что, из-за этого, что переваривается долго еда, долго и трудно, организм энергию на это тратить. Вот поэтому итальянцы могут удивляться, что вы пьете капучино после 12 часов дня, потому что они думают, что вы уже хорошо покушали и решили себе сделать дискомфорт в живот. Или вы просто не знаете, что после хорошего обеда, сытного обеда, плотный обед, если выпить капучино, то вашему животику будет нехорошо, некомфортно, неудобно. Вот поэтому они удивляются. А почему эспрессо, крепкий кофе без молока после еды обычно пьют в Италии? У вас, славян, у вас есть привычка кофе запивать еду. Когда вы кушаете, вы одновременно пьете кофе, да, вы запиваете еду кофе. У нас нет, наоборот, мы пьем кофе всегда после еды, в самый последний раз, наверное, замечали. Кофе эспрессо, оно ускоряет пищеварение, оно стимулирует выработку желудочного сока. Если очень хорошо будете, если очень хорошо, скоро будет следующий прием пищи, да, там через пару часиков, то эспрессо это идеально поможет быстро переварить еду. Итальянцы часто пьют эспрессо после обеда или ужина, чтобы избежать чувства тяжести в животе, что оно реально помогает нашему животику быстрее переработать еду, чтобы чуть позже опять можно было вкусно много покушать, чтобы быстрее место в животике освободилось. Это реально рабочий метод, вариант. Поэтому, если вы это не знали, воспользуйтесь эспрессо. Это грация богам за это изобретение. Поэтому, если вам нужно долго
продержаться без еды, там работа, да, много, то пейте кофе с молоком. Это хорошо, это нормально. Если вы скоро будете кушать, через час, там, да, то да, лучше выпить эспрессо, чтобы нагнать аппетит. Оно еще больше вызывает аппетит, чтобы больше много вкусно покушать потом. Это не просто традиция. Если говорят традиция, ну это стук-тук. А это осознанный выбор, это наука, это диета. Итальянцы прекрасно знают, что когда пить и все это не про правильные и неправильные привычки, это не про традиция, это про комфорт, это про здоровье и физиологию нашу, ну, человеческую. Итальянская кухня, она не просто так самая лучшая в мире, потому что мы знаем, как работает наш организм, как работает наш животик, как работают наши рецепторы, да, как работает наше послевкусие и наше самочувствие после еды, после определенной еды, после слово комбинация, да, когда, ну, комбинация еды, вариантов разных, как после каждого варианта комбинации еда наш организм чувствует себя. Понимаете? Вот поэтому это считается традицией, но это просто наука. Когда вам говорят, не пейте капучино после 11 часов, потому что это традиция, и будут на вас как на странного смотреть, но это тук-тук люди. Тук-тук, ничего нету в голове. Это не традиция, это не дурной тон, это забота о здоровье. Потому что они думают, что вы уже после 12 часов, ну, в обед уже покушали сытно, плотно. Поэтому они удивляются на полный желудок, еще кофе с молоком, капучинко. Это же как-то плохо будет потом. Поэтому они удивляются вот именно этому. У меня вот, кстати, еще вот в тему для здоровья. У меня была знакомая, она тоже утром как-то съела только один бутерброд, ну не успела там, и в обед решила на голодный желудок, как веро итальяно, выпить чистый кофе. И что потом? Что думаете потом было? Вызывали скорую. У нее реально в глазах потемнело там это. Она думала, я умру, и она после этого кофе несколько месяцев вообще не пила, боялась. Потому что на голодный желудок нельзя пить эспрессо. Если итальянец умный, а не дурачок какой-то, он всегда спросит, а ты кушала в обед, прежде чем пить эспрессо? Я никогда не налью кофе без молока девочки из славянских стран. Ну, там украинки, россиянки, русской, там белорусский на голодный желудок. Потому что это забота о человеке, о его здоровье. Итальянцы удивляются вашему капучино после 12 часов, потому что они удивляются, что уже полдня прошло, а вы все еще ничего не кушали, не покушали. Это вредно для здоровья, полдня не кушать. Вот это нас и удивляет, а не потому, что вы именно капучино заказываете в такое время. Понимаете логику? Потому что у нас принято в обед кушать. Многие итальянцы, которые не знают вашу культуру, да, славянских, что вы не соблюдаете совершенно никакое расписание приема пищи, как итальянцы. Ну, я много общаюсь с русскими, украинцами, и я знаю, что для вас это нормально целый день не кушать. Для вас нормально пойти на работу без завтрака, да, потому что вы не успеваете, время нету. И только, ну, это у нас в Италии там, ну, рабочие профсоюзы, если что, у вас наоборот, у вас отношение к подчиненным, ну, вы сами знаете, грустно. И у вас, может, времени нет постоянно, да, и, ну, более-менее нормально, более-менее перекусили и побежали на работу. Поэтому инстинктивно вы после обеда пьете кофе с молоком, капучино, да, вы любите очень в обед это все пить. И это правильно. Ваш желудок скажет вам спасибо за это. Но это я знаю в вашей жизни. А другие итальянцы этого не знают. Они думают, что вы покушали на полный желудок и еще заказываете и кофе с молоком. Поэтому у них шок. Но сейчас действительно много итальянцев начинают пить капучино и после обеда. Нормально все. Вы больше
все больше итальянцев спокойно заказывают капучино после 12, особенно в больших бизнес-городах. Главное не бояться делать так, как нравится тебе. В конце концов, в Италии важно удовольствие от еды, а не строгие правила. Ну, правила нужны в еде для диеты, чтобы хорошее здоровье было, не толстеть и много кушать. Вот для этого правила нужно. Плюс есть у некоторых итальянцев проблема лактоза. После 12 часов дня, когда итальянцы кушать много, плотно, да, очень многие придерживаются строгого расписания приема пищи. И если человек проблема с лактозой, то как бы кофе с молоком после очень плотного завтрака как бы будет иметь неприятные последствия. Слишком расслабится человек, да? Ну, вы понимаете. Это еще одна причина, почему итальянцы могут удивляться, что вы заказали капучино. Не все, может, они думают, что у вас тоже, как и у них, там проблемы с лактозой. Потому что они думают, что вы тоже придерживаетесь там итальянской диеты, что вы уже плотно и много покушать всякого разного. И кофе с молоком будет очень вредно для вашего пищеварения в данном случае. Понимаете? Они же не знают, что вы, может, за весь день пару бутербродиков съели, или там чуть-чуть поели, перекусили, туда-сюда спешить. В общем, я думаю, всю логику, история этой традиции вы поняли. Мир идет. Все меняется. Главное, наслаждайтесь процессом. Ведь кофе это не просто какой-то напиток, да. Кофе это итальянская философия жизни. И мы знаем, как мы любим кофе. И мы пьем его очень много, но мы знаем уже с опытом вывели много правил для здоровья и диеты, чтобы кофе было полезно, а не плохо для животика нашего. Мы же любим его, хотим много его пить, поэтому мы уже с опытом. Поэтому если кто-то что-то удивляется, он удивляется, потому что он думает, что вы соблюдаете тоже правила приема пищи и вот и все, а не сам процесс, что вы заказываете капучинко в обед. Надеюсь, я развеял мифы, объяснил, почему и почему может быть эта реакция, почему ее не может быть уже в нашем 21 век в бизнес в больших городах. Чао, берегите себя и свое здоровье. Жизнь слишком коротка, поэтому нужно поберечь, чтобы жить больше и длиннее, наслаждаться этой солнечной благодатью жизни. Чао.